Полуночная газета. Автор рассказа Midnight Paper. Дела шли плохо. Район, где жил мой отец, оказался почти полностью заброшен. Дома на улице стали темными, пустыми, обветшалыми. У некоторых из них были разбиты окна или сломаны стены. Из крыши одного из домов торчал фонарный столб, его свет проникал через отверстие и освещал окровавленные стены. «Чёрт», — сказала Стефани, — «всё действительно пошло наперекосяк». Стефани была за рулем, она сама настояла на этом, потому что водить у неё получалось лучше, чем у меня. Гораздо лучше. Но учитывая тот факт, что Стефани могла владеть чем угодно в совершенстве, меня это не удивляло. «Врач», — начал я, но Стефани оборвала меня. «У врача-избавителя есть небольшой ритуал. Он всегда спрашивает человека, не хочет ли он избавиться от чего-то в себе. От очередной привычки, болезни, воспоминания, без разницы. И каким-то образом он может это удалить. Но взамен он может взять что-то еще в качестве оплаты. Ты читал все эти газеты, а внутри тебя накапливалась какая-то черная дрянь. Поэтому ты попросил его избавить тебя от этого, думая, что именно это заставляет статьи воплощаться в реальность. Это была дерьмовая идея, и я тебе говорила об этом. Внутри тебя было что-то, что заставило тебя взять ту первую газету. Типа маяка, сигнала или интереса. И врач взял это у тебя в качестве оплаты, а потом вложил в других людей. И я не знаю, как он это сделал, но этим людям пришли газеты, они прочитали их, а статьи сбылись. Я уставился на неё. «Это ты мне собирался сказать? Ты уже ввёл меня в курс дела, я поняла, но ты хочешь, чтобы я нашла решение, верно?» Стефани спросила, вздыхая. «Но я не знаю. Я не могу придумать ни одного. Пока». «Прости», — сказал я. «Я даже не соображаю толком. Я не хотел перекладывать всё решение на тебя, но приятно сознавать, что есть кто-то ещё, с кем можно снова всё спланировать». «Да», — сказала Стефани, — «мне тоже нравится быть живой. Давай сначала найдем врача, а потом придумаем, как все это остановить». Он, наверное, вернулся в то же самое здание. «Ага, уже еду». «О, черт!» Глаза Стефани расширились, и она свернула, выруливая на другую полосу. Причина этого была очевидна. Посреди улицы находилась толпа людей, охваченных огнем. Вокруг ничего больше не горело. Ни дома, ни машины, но это не имело значения, потому что причиной их огня не было стороннее возгорание. Одна из моих соседок писала об этом. Она получила статью о горящем человеке, которого замечали в течение нескольких месяцев, и однажды он появился на улице с семьей, и все они были охвачены, казалось, вечным огнем. «Последствия одной из газет?» – спросила Стефани. Я кивнул. «Ну, я рада, что я новенькая, а не девушка в огне. Выглядит совсем не весело», – сказала Стефани. «Огонь распространяется. Сначала это был один мужчина, потом целая семья, а теперь...» «Да, их по меньшей мере человек 20. Наверное, он передается через касание. Так что давай держаться от них подальше». Стефани припарковала машину возле заброшенного здания, того самого, где мы впервые встретились с врачом-избавителем несколько месяцев назад. Стефани остановилась перед дверью, перекидывая ремень винтовки через плечо. «Ты готов?» – спросила она. «Да», – ответил я. «Но я не думаю, что это сработает на нем». Она пожала плечами. «Посмотрим». Ничего не могло подготовить меня к этому запаху. Внутри склада воняло ржавчиной и гнилью. Меня вырвало почти мгновенно. Я упал на колени и несколько раз опорожнил содержимое желудка. Стефани подавилась, закрыла глаза, затем глубоко вздохнула. Потом еще раз и еще, как будто она дышала свежим воздухом. Она научилась дышать, не обращая внимания на запах? За считанные секунды? Внутри склад выглядел ровно так, как его описывала женщина из статьи, словно современная больница. Стены были чистыми и белыми, пол выглядел свежевымытым, на нем были таблички, ведущие во всевозможные отделения. Кардиологию, дерматологию, неврологию, урологию, гинекологию, психиатрию и онкологию. Эти слова дали небольшое представление о том, что может предложить вам врач-избавитель. Он провожал вас в одну из этих комнат в зависимости от того, от чего вы хотели избавиться. Я старался не думать об этих словах, старался не представлять, от чего хотят избавиться люди или что врач возьмет у них взамен, а просто продолжил идти вперед. Мы нашли врача-избавителя на другом складе. Он работал над чем-то большим, телом, казалось бы, сотнями конечностей, частей тела и наростов, разномастных, хаотично сшитых вместе. Доктор был глубоко погружен в дело, стоя в центре бесформенной массы конечностей и органов. Его руки лихорадочно двигались внутри странной фигуры. «Так», — сказала Стефани, снимая винтовку с плеча и направляя ее на врача-избавителя.
Отойди от того, чем бы это ни являлось. Врач-избавитель обернулся, рассматривая каждого из нас взглядом, напоминающим ностальгию. «Ах, я все гадал. Вернешься ли ты так же, как и я?» «Да», — сказала Стефани. «Я тоже рада тебя видеть. Ты можешь спуститься сюда? Нам нужно многое наверстать, верно?» «Над чем вы работаете?» – спросил я, игнорируя свирепый взгляд Стефани. «Это не похоже на совершенное существо». «Нет, это не оно», – сказал врач-избавитель. «Это все очень интересно, но нам нужно, чтобы ты спустился сюда. Мне неприятно это признавать, но нам вроде как, – сказала Стефани, – нужна твоя помощь». «Почему вы это сделали?» – спросил я изо всех сил, стараясь держать голос нейтральным, а не ядовитым. «Вы взяли что-то у меня и вложили это в остальных людей. Из-за вас они получили газету. Почему?» Доктор пожал плечами. «Нас создала газета, не так ли? Если я мог создать совершенное существо, возможно, из-за большего количества людей, получивших газету, в статьях мог появиться кто-то, способный создать нечто подобное. А может быть, что-то еще лучше». «Окей», — сказала Стефани, — «слезай оттуда. Ты поможешь нам исправить беспорядок, который ты устроил». Доктор поднял руки, будто сдаваясь. К каждому пальцу были прикреплены странные инструменты. Некоторые сделаны из кости, некоторые из жилистых мышц, некоторые из металла, некоторые из стекла. «Я почти закончил», — сказал он и тут же схватился одной рукой за голову. «Святое дерьмо», — сказала Стефани, когда доктор продолжил копаться. «Я знаю, что он делает». «Я думал, что этот мир заслуживает совершенного существа», — сказал врач-избавитель, наконец оторвав руку от головы. Между странными инструментами на его пальцах была крошечная масса плоти, что-то, что он вынул из своего мозга. Но нет, вот чего он заслуживает. Доктор теперь говорил медленнее, бледнее и выглядел так, словно с каждой секундой терял по килограмму. Чтобы он не вытащил из своей головы, отсутствие этого в нем истощало его, заставляло угасать, убивало его. Он забирал у людей то, от чего они хотели отказаться, от чего он избавил себя. Почему он сделал это именно сейчас? Это выглядело как опухоль, но учитывая эффект, который отсутствие ее внутри него оказывало на его тело, это не могла быть она. Это было что-то важное, что-то особенное. Последний кусочек странной головоломки из плоти, той, что была прямо под ним. «Несовершенное существо», – прошептала Стефани. «Что? Несовершенное существо?» – спросил я, чувствуя, как на меня наваливается усталость. «Ты что, не понимаешь?» – Стефани спросила, поднимая винтовку. «Люди просили избавить его от чего-то, верно? Того, что им не нравилось. А взамен он забирал то, что нравилось ему, и он добавил выбранные куски к совершенному существу». «Совершенное существо, которое уничтожило мир, когда голодные съели его?» – спросил я. «Да, но что он сделал с плохими кусочками? Вещи, от которых люди хотели избавиться. Вещи, которые они считали уродливыми или несовершенными. Он взял кусочки и создал несовершенное существо. «Срань Господня!» – прошептал я. «К черту это!» – сказала Стефани и нажала на спусковой крючок. И рука врача-избавителя исчезла. Но он был быстр, так быстр, что схватил кусок своего мозга другой рукой, опустился на колени и воткнул его в массивное тело под собой. Головоломка была завершена. Но это не имело значения. Раздался грохот, еще один выстрел, и голова врача-избавителя разлетелась на куски. «Стефани!» – начал я. «Что ты сделала? Он был нужен нам, чтобы вернуть все обратно. Чтобы он забрал обратно то, что вложил в каждого, и снова заставил газету нацелиться на того, кого она выберет. О, серьезно? И ты думаешь, что он нам бы помог? Он собирался сделать что-то еще хуже, а я остановила его». Но Стефани ошиблась. Она не остановила его. Было уже слишком поздно. Что-то в воздухе изменилось в мгновение ока. Внезапно стало холоднее. Не просто холодно, но и пусто. Я почувствовал, как что-то в самой атмосфере, в самом мире треснуло, сломалось. Массивное лоскутное одеяло из частей тела начало подергиваться. Затем оно поднялось. Оно снесло с собой часть крыши, а затем и стены, и оно просто повисло там, медленно разворачиваясь, открывая нам взор на десятки кусков, сшитых вместе, извивающихся и растягивающихся. Полнейший хаос. Что-то пролетело сквозь стену и ударило несовершенное существо. Горящее тело. Потом еще одно, потом еще. Их становилось больше, пока к этому лоскутному монстру не добавилось 20 горящих тел. И их становилось еще больше. Дальше фонарный столб.
Женщина с откинутой назад головой, куски лома, десятки предметов, людей и животных. То, что было в статьях, которые читали мои соседи, было поглощено несовершенным существом, и это означало... «Я следующая. Я и врач», — сказала Стефани. «Мы не могли это остановить. Наверное, я все-таки не идеальна. Я действительно бесполезна». Затем тело врача-избавителя взметнулось в несовершенное существо, и оно поглотило его. «Стефани», — начал я, и что-то щелкнуло у меня в голове. «Ты не идеальна, но твои родители или кем бы они ни были, черт возьми, сделали тебе подарок. Нам не нужен врач-избавитель, чтобы остановить это. Нужна только ты». «Что ты...» — начала Стефани. Затем что-то потянуло ее. Невидимая сила, как ток. Ее затягивало в несовершенное существо, как и всех остальных. Я схватил ее за руки, когда ее ноги оторвались от земли, притягиваясь все ближе и ближе к этой извивающейся массе, которая становилась все больше с каждой секундой. «Ты наблюдала за ним, Стефани!» – крикнул я. «Ты видела, как он что-то вынул из меня, а потом вложил это в остальных?» «Он этого не делал, он просто что-то вынул, и оно исчезло!» Она кричала. Ее притягивало все сильнее и сильнее. «Что бы он ни делал, ты можешь этому научиться! Ты только что видела, как он завершил несовершенное существо! Ты можешь научиться чему угодно, да? Ты видела, как он что-то достал!» «И вложил это в него», — сказала Стефани, широко раскрыв глаза. «Я видела его работу, как он удаляет что-то и помещает это в других. Я знаю, как он это делает!» Стефани отпустила меня, вырвавшись из моих рук. Я даже не успел закричать, лишь увидел, что она влетела в извивающуюся массу, в несовершенное существо. Было уже слишком поздно. Стефани снова исчезла, и это была моя вина. В километрах над нами раздался громкий звук, словно небо треснуло и развалилось на части. Совершенное существо начало разрушать реальность, когда оно опустилось на землю, потому что оно было слишком чистым, слишком совершенным, чтобы эта реальность могла его вынести. Несовершенное существо было полной противоположностью, но оно производило тот же эффект. Врач-избавитель однажды сказал нам, что у него есть свои качества, некоторые хорошие, некоторые плохие, каждая из которых разбавлена чем-то. Все, что он делал, это собирал их вместе, но поместить слишком много из них в одно живое существо разрушительно. Вы разрушите мир и саму реальность. Тогда я понял, почему полуночная газета нацелилась на мою мать, моего отца и, наконец, на меня. Она пыталась убить меня до того, как я ее прочитал. Она всегда могла видеть наперед, ведь статьи, напечатанные в ней, сбывались через неделю. Так что она увидела, как я прочитал все статьи, которые вели к этому моменту, к концу света. Моя жизнь, жизнь моих родителей – ничто по сравнению со спасением мира. Это дало мне еще один шанс все исправить, и я потерпел неудачу. Я закрыл глаза и почувствовал, как мир вокруг меня рушится. А потом что-то случилось. Внезапно воздух изменился. Это чувствовалось во всем, как будто что-то, наконец, починили, исправили. Несовершенное существо застонало тысячей голосов, и в тот же миг тысячи несовпадающих сердцебиений, тысячи несовершенных конечностей. Все развалилось на части. Сначала на пол упал палец, затем глаз, затем десятки жилистых внутренностей. Полились литры крови, куски, которые искажали воздух, как миражи. Качество людей, воспоминания, привычки – все это исчезло в один момент. Несовершенное существо развалилось на части, а потом исчезло. Не осталось ничего, ни крови, ни внутренностей, ни сломанных частей тела. На месте него стояла только Стефани. На ней не было ни капли крови, она выглядела точно так же, как до того, как ее засосало в эту ужасающую массу. Стефани посмотрела на свои руки. Там на каждом пальце были десятки странных инструментов. Инструменты врача, которые он использовал, чтобы удалить качество и имплантировать их куда-нибудь еще. «Чёрт», — сказала Стефани, улыбаясь. Она встряхнула руками, и приборы исчезли. «Я сделала это?» Ей потребовалось от силы 5 минут, чтобы все исправить. Она вытащила эти странные инструменты из воздуха, выбрала участок пустого пространства и начала возиться с ним. К концу перед ней появилась куча черной смолы. Та же смола, что накапливается внутри того, кто читает полуночную газету. Я не осмелился отвлечь ее, но как только она закончила, она рассказала мне, что произошло. «В каждом жителе этого городка было что-то типа метки», — сказала она, — «как инфекция. Тебя и твоих родителей пометили, поэтому полуночная газета была доставлена к вам в дом.
Врач-избавитель добавил эту метку в каждого человека в городе, а я просто удалила ее. На следующий день в мою дверь не постучали. Через день стуки тоже не раздались. Стефани знает, что полуночная газета все еще существует. Знает, что у людей может быть какая-то невидимая метка, из-за которой однажды они могут обнаружить газету на своем преддверном коврике. Она даже видела людей с ними, но не решилась их убрать. Она больше никогда ничего не удалит. По крайней мере, она так говорит. Через несколько недель после инцидента на складе я поехал в особняк, который раньше принадлежал родителям Стефани. Дверь открылась, и меня встретила девушка, очень похожая на Стефани, но это была не она. Их были десятки. Все были одеты в разную одежду, и каждая по-своему отличалась от другой. «Привет!» – сказала Стефани, махнув мне в сторону обеденного стола. Там сидели и другие девушки. Некоторые из них ели, другие читали, третьи разговаривали, и большинство из них улыбались. «Итак», – сказал я, – «что ты собираешься делать теперь?» «Я останусь здесь. Ненадолго», – сказала Стефани. «Помогу сестрам устроиться, помогу им найти свой собственный путь, понимаешь?» Я снова посмотрел на девочек. Они больше не казались такими похожими. Конечно, у всех них были одинаковые лица, одинаковое телосложение, одинаковый цвет глаз, но они сменили прическу, одежду, и в каждом лице, каждой паре глаз появилось что-то особенное. Они были не совсем такими, как Стефани, а Стефани была не совсем такой, как они. Они были сестрами, а не близнецами. Не партиями в бесконечной линейке продуктов. «Ты ведь не собираешься основать компанию и править миром?» – спросил я. Стефани улыбнулась. «Нет, это было бы слишком просто». Что касается меня, то я вернулся в дом родителей, чтобы собрать оставшиеся вещи. Я выставлю дом на продажу, а потом, точно не знаю, я мог бы вернуться в свою старую квартиру или продать ее тоже и уехать в совершенно другую страну, как только границы откроются. Куда бы я ни пошел, мы со Стефани все равно останемся друзьями. Мы все еще будем начеку. На случай, если все снова пойдет наперекосяк. Но кое-что я знаю наверняка. Где бы я ни оказался, я никогда больше не прочту ни одной газеты, несмотря на то, какого цвета страницы. Если вы когда-нибудь услышите 3 стука в вашу входную дверь и обнаружите на пороге черную газету, не берите и уж тем более не читайте ее, иначе вы об этом пожалеете.